Санкт-Петербург — безумно красивый город, город белых ночей, широких аллей, зеленых парков, бесчисленных мостов и каналов. Величайшие архитекторы XVIII и XIX веков создали великолепные ансамбли в этом городе. Санкт-Петербург напоминает и Рим, и Париж, и Вену, и Амстердам. Но на самом деле нет такого города в мире, как Санкт-Петербург. Это мосты, каналы, гранитные набережные, перила, музеи делают этот город одним из самых красивых городов в мире. Если вы окажетесь на набережной Невы, то обязательно увидите крепость святых Петра и Павла, которая считается родоначальницей города. Город начался с небольшого острова Заячий. Это место привлекло внимание Петра I из-за его стратегического положения. Именно здесь, 27 мая 1703 года, Петр I положил начало крепости. Крепость имеет 6 бастионов, соединяющихся с прямыми стенами, но она никогда не имела военной роли. Даже во времена Петра ее использовали как политическую тюрьму. И среди первых заключенных был собственный сын Петра, Алексей, который замышлял свергнуть своего отца. По этой причине Алексей был приговорен к смертной казни, но накануне казни он был найден мертвым в своей камере. Многие знаменитые люди были заключенными в Петропавловской крепости. Среди них Достоевский, Чернышевский, Горький. В 1924 году крепость была превращена в музей. Собор в крепости также превратился в музей. Собор был построен архитектором Доминико Трезини между 1712 и 1733 годами. Собор имеет высоту 122,5 метра, шпиль 40 метров. Шпиль увенчан крестом. Собор также увенчан флюгером в виде ангела с крестом. Крылья ангела простираются на высоту около 40 метров. Ширина крыльев примерно 4 метра. Внутри собора вы можете увидеть красивый иконостас, спроектированный Иваном Зарубным. После смерти Петра Великого собор стал усыпальницей для королевской семьи. Здесь похоронены 42 члена семьи Романовых, включая 11 правящих царей. Другое место, которое, безусловно, стоит посмотреть, это Исаакиевский собор. Строительство этого собора заняло 40 лет. Его высота 101,5 метр. Это третий по высоте купольный собор в мире. Первый — собор Святого Петра в Риме. Второй — Святого Павла в Лондоне. Общая площадь интерьера собора составляет 4000 квадратных метров. Он был назван в честь святого Исаака. Первая церковь святого Исаака была построена вскоре после основания Санкт-Петербурга. Это было маленькое деревянное строение, которое вскоре было разрушено, а затем было возведено каменное здание. Оно было построено недалеко от реки и из-за слабой почвы начало проваливаться. В конце концов церковь сгорела. Затем было решено построить новую церковь подальше от Невы. Она была построена архитектором Ринальди, но была недостаточно впечатляющей, чтобы быть главной церковью столицы. Так был объявлен конкурс, и французский архитектор Монферран выиграл его. В Санкт-Петербурге есть много прекрасных мест. Среди них Казанский собор, Невский проспект,
Летний сад, Эрмитаж, Русский музей, Дворцовая площадь, Триумфальная арка, Александровская колонна, Академия художеств, Смольный монастырь, Троицкий собор Александра Невской лавры, площадь декабристов, Медный всадник, Марсово поле, Спас на Крови, музей-квартира Александра Пушкина, косая линия Васильевского острова, Растральные колонны. Александр Пушкин очень любил Санкт-Петербург и написал много красивых стихов, посвященных этому городу. Один из них я хотела бы процитировать. «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. И, не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Из поэмы «Медный всадник». Любой турист, приехавший в Санкт-Петербург, просто обязан посетить Эрмитаж. Это выдающееся место. Нигде в мире вы не найдете музея, подобного Эрмитажу. Он занимает несколько зданий, которые связаны между собой. Самый большой из них – Зимний дворец. Он был спроектирован архитектором Растрелли для русской императрицы Елизаветы и был завершен в 1762 году. В том же году Елизавета умерла. Таким образом, первая русская императрица, которая проживала во дворце, была Екатерина II. Здесь была зимняя резиденция русских царей до революции. Рядом с Зимним дворцом находится маленький Эрмитаж. Он был спроектирован архитектором Вален де Ламонт и был построен по заказу Екатерины II для размещения ее коллекции картин. Сначала сюда почти никого не пускали, поэтому очень мало людей могли увидеть эту коллекцию. Отсюда и название «Эрмитаж», что означает «изолированное место». Рядом с маленьким Эрмитажем находится старый Эрмитаж. Он был построен специально для размещения растущей коллекции. Светло-зеленые и белые здания – это театр, который был построен Джакомо Кваренги. Раньше это был придворный театр, а теперь здесь лекционный зал. На внешней стороне старого Эрмитажа, напротив Миллионной улицы, находится новый Эрмитаж. Это было прекрасное здание музея для того времени. Я думаю, что у каждого жителя Санкт-Петербурга есть свое любимое место. У меня тоже. Это летний сад. Мне нравится гулять здесь, и я хочу рассказать вам кое-что об истории летнего сада. Это старейший в городе сад. Он был заложен в 1704 году. Петр I собственноручно посадил здесь первые деревья. В Санкт-Петербурге много деревьев, цветов и скульптур. Здесь много старинных зданий. Одним из них является дворец Петра Великого, спроектированный архитектором Доминико Трезини. Он больше похож на небольшой дом, чем на дворец. В 1874 году
вдоль Невской стороны была установлена знаменитая решетка. Ходит молва, что английский лорд в XIX веке, покровитель искусств, приплыл в своей лодке по Неве к летнему саду. Он полюбовался черно-золотой решеткой, а затем отправился назад в Англию, так и не сойдя на берег. Когда его спросили, почему он так поступил, лорд ответил, что цель его плавания была достигнута, и ничто не могло удивить его больше, чем эта решетка. Но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге есть гораздо больше мест, которые, безусловно, стоит посетить. Особенно вам понравится здесь, если вы приедете в Петербург в конце мая или начале июня, ведь именно в это время в Санкт-Петербурге белые ночи, то есть ночью не бывает темно. Вот такая географическая особенность. И кроме того, именно в этот период времени погода в Санкт-Петербурге теплая и солнечная. В Санкт-Петербург можно влюбиться. Побывав в этом городе однажды, вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь.